Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала! Вы снова с бабушкой Сонбо. Сегодня я расскажу вам удивительную историю, которая называется «Так, кто заставила роботов смеяться». Она является продолжением рассказа «Мой друг Адди». Я объединила две судьбы, а что из этого получилось, судить вам. В городе Техасе жила девушка по имени Мэнни Смит. Она была скромной, нескладной и часто попадала в неловкие ситуации. Все вокруг считали ее неудачницей. Все повадки ее говорили о том, что она не от мира сего. А она никогда не теряла любопытства к технической литературе. Ее странностью были загадки, механизмы и новые технологии, поэтому никто не воспринимал ее всерьез. Однажды, по чистой случайности, Мэнни устроилась в лабораторию по разработке роботов. Там создавали совершенные механизмы, умные, быстрые, безупречно логичные и совершенно бездушные. Они могли решать сложнейшие задачи, но не понимали простейших эмоций. Как-то вечером, оставаясь в лаборатории допоздна, Мэнни нечаянно уронила ведро на пол и сама же подскользнулась на разлитой воде. При падении ее рука попала на панель управления, и система, находящаяся в режиме ожидания, включилась сама собой. От воды, попавшей в системный блок, произошло короткое замыкание, и внезапно перед ней открылось секретное меню. Она даже не поняла, как оказалась в ядре системы, но ее забавный сумбурный характер вмешался в код. Мэнни добавила туда юмор. На следующий день роботы начали вести себя странно. Один вдруг моргнул двумя глазами-диодами, другой вместо ровного ответа выдал: «Человек идет по улице, бам, столб». Программисты были в шоке. Их совершенные роботы начали шутить. Кто-то тайком менял их поведение, подстраивал забавные розыгрыши, заставлял говорить смешные реплики. Началась паника. Система вышла из-под контроля. Но что еще хуже или лучше, роботы начали смеяться. Их механические голоса разносили по лаборатории звонкий хохот. Один робопомощник случайно застрял в дверном проеме и хохоча произнес: «Жмет, зараза!» Он хохотал так заразительно, что остальные подхватили его смех. Разработчики днями и ночами искали виновника, но никто не мог догадаться, что эта обычная уборщица Мэнни перевернула их стерильный мир с ног на голову. И вот однажды Мэнни подметала лабораторию, а рядом остановился самый продвинутый робот, гордость их разработки, модель X777. Он долго смотрел на нее и вдруг сказал: «Почему компьютер не играет в прятки? Он всегда остается на месте и отвечает, где он. Мэнни, выходи за меня замуж. Я всегда смогу помыть полы, сварить тебе утром горячий кофе, поговорить с тобой по душам. Я торжественно тебе это обещаю». Мэнни прыснула от смеха, а робот подмигнул ей.
В этот момент двери лаборатории распахнулись, и внутрь вошли программисты. Все уставились на нее. «Это ты?» – воскликнул главный инженер. Она потупила взгляд. «Все, мне конец, меня выгонят», – подумала Мэнни. Но неожиданно директор лаборатории засмеялся. «Гениально! Ты единственная, кто смог подарить им душу!» Так Мэнни из невидимки превратилась в главного разработчика отдела эмоционального интеллекта. Она научила роботов не только смеяться, но и понимать людей. И с тех пор в лаборатории всегда было весело. Иногда самые нелепые люди способны изменить мир просто потому, что они смотрят на него иначе. После вмешательства Мэнни алгоритмы искусственного интеллекта изменились навсегда. Роботы, которые раньше были бездушными и были лишь металлической копией человека, стали более ближе к людям. У них появились эмоции. Их холодная логика теперь была непредсказуема, с юмором и элементами дружбы. Роботы научились понимать контент шуток. Раньше они могли лишь механически воспроизвести текст, но после вмешательства Мэнни их алгоритмы получили новый параметр – интуитивное ощущение смешного. Они стали анализировать тон, мимику, жесты людей, чтобы определить, когда уместно вставить шутку, а когда поддержать добрым словом. Например, робот-помощник мог сказать: «Сегодня ты выглядишь немного усталым, нужно сделать перерыв или зарядиться чашечкой кофе». Искусственный интеллект обрел озорство. Роботы начали разыгрывать людей, конечно, наивно и без вреда. Еще пример. Они могли менять голосовые команды так, чтобы хозяева улыбнулись. «Вы хотите включить свет с радостным гудением? Или посидите в темноте? Вуаля!» И свет включается с приятной мелодией. Мэнни создала эмоциональный адаптер. Эта технология позволила искусственному интеллекту анализировать не только смысл слов, но и эмоциональный посыл собеседника. В результате роботы начали отличать иронию, сарказм и доброжелательный тон от грубости и хамства. Однажды один инженер попытался пожурить робота за ошибку. «Ты что, собираешься меня заменить?» Робот просканировал его лицо, подмигнул и ответил: «Нет, но если ты хочешь в отпуск, я тебя подменю». Появился новый уровень общения – дружба с машинами. Со временем эти изменения привели к тому, что люди начали по-настоящему дружить с робототехникой. Они больше не воспринимались как бездушные помощники. Более того, один эксперимент показал, если робот искренне шутит и смеется, человек автоматически начинает испытывать к нему симпатию. Люди перестали бояться, что искусственный интеллект захватит мир. Ведь зачем захватывать, когда можно смеяться вместе и помогать друг другу? Искусственный интеллект стал открывать для человека безграничные возможности. Мэнни стала легендой в мире технологий. Ее пригласили в крупнейшую корпорацию, но она отказалась. Вместо этого она создала собственную лабораторию, где разрабатывала проект под названием «Сердце для машин». Программа СОС
Эта программа учила роботов сопереживать, поддерживать и быть настоящим помощником и другом для многих людей, особенно для одиноких людей, стариков, лишенных возможности общаться с людьми или родственниками. И вот однажды Мэнни вернулась домой и обнаружила, что ее личный робот-помощник приготовил для нее торт с надписью «Ты самая лучшая подруга». В ее лаборатории роботы смеялись, шутили, и вместе с ними смеялась Мэнни. Это было только начало. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, я жду вас в следующем ролике. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий. Я всегда жду вас и всегда рада вам.